С Жорж Санд Шопен познакомился у Листа в 1836 году. С Листом и его подругой жизни, графиней де Агу, она была в большой дружбе. Шопен ей тоже очень понравился. Шопену же она тогда, наоборот, не понравилась. Уходя от Листа домой, он даже сказал, какая несимпатичная женщина, это Жорж Санд. Но через 2 года они все же сблизились со знаменитой французской писательницей. На годы романа Шопена с Жорж Санд приходится наибольшая творческая производительность композитора. В эти годы он написал большое количество произведений. Прелюдии, баллады, полонез-фантазию, часть ноктюрнов и лучшие мазурки. Она каждый год увозила его в деревню, и там, в спокойной обстановке, вдали от шумной жизни, Шопен и работал. А в Париже были театры, концерты, вечера в аристократических гостиных. Ради успеха, ради славы он также должен был бывать у знатных лиц и играть на их приемах. Отказываться от их приглашений было нельзя, на все это требовало времени и здоровья. В те 10 лет, что длился роман Жорж Санд, Шопен проводил большую часть лета в ее поместье. Просыпался он поздно, завтракал у себя в спальне и большую часть дня сочинял, прерываясь лишь за тем, чтобы дать урок фортепиано дочери Жорж Санд либо своим ученикам. В 6 часов вечера все обитатели дома собирались на ужин, часто на свежем воздухе. Они беседовали и придумывали какие-то семейные забавы. Затем Шопен ложился спать. Для Шопена были созданы все условия, но работа давалась ему с трудом. Санд так описывает его способ сочинять. Цитирую. «Творит он спонтанно и словно чудом. Он обретает музыку, не ища ее и не предвидя вдохновения. Она сама не сходит клавишам его инструмента, уже совершенная, небесная, или же мелодия запоет в его душе во время прогулки, и тогда ему не терпится добраться до пианино и самому сыграть ее. Но тут-то и начинаются самые душераздирающие сцены, какие мне когда-либо доводилось видеть. Непрерывные усилия, нерешительность, попытки схватить ускользающие от него оттенки мотива, которые он услышал было, но не сумел удержать. То, что родилось как целое, он при попытке записать подвергает чересчур суровому анализу. А когда ему не удается обрести полную ясность, какая ему видится, он впадает в отчаяние, запирается на целый день у себя в комнате, рыдает, бродит из угла в угол, ломает ручки, сотни раз повторяет и варьирует каждую ноту, записывает и вычеркивает. И на следующий день все начинается заново с такой же суровой, изнурительной требовательностью к себе. Он потратил 6 недель на одну единственную страницу, а в итоге написал то же самое, что набросал в самый первый раз. Санд учила Шопена доверять своему первому порыву вдохновения, однако он не принимал ее советы и злился на ее вмешательство. Она писала, цитирую, «Я не смела настаивать. В гневе Шопен пугал меня, и поскольку со мной он старался сдерживаться, казалось, он, того гляди, задохнется и умрет». Так, видя, что он совершенно изнуряет себя творческими муками, она часто насильно отрывала его от работы и на несколько дней увозила куда-нибудь в соседнюю деревню. Так, во время продолжительных путешествий Шопен и отдыхал от преследовавших его музыкальных кошмаров. И по возвращению он достигал того, чего хотел. Шопен уроками зарабатывал довольно большие деньги. Он мог бы зарабатывать еще больше, но не хотел утомлять себя и брать много учеников. Попасть к нему в ученики было чрезвычайно трудно. Он отличался большой требовательностью и брал только тех, которые казались ему талантливыми. Но несмотря на то, что он вкладывал в учеников всю свою душу, никто из них не сделался настоящим артистом. Так, главная причина, по мнению историков, заключается в том, что большинство из учеников и учениц Шопена принадлежали к аристократическому кругу и не готовились к музыкальной карьере. А еще Шопен написал знаменитый, так называемый русофобский этюд номер 12. Что этому способствовало, я рассказывала в видео, ссылку на которое оставлю в закрепленном комментарии.
Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!